Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем разбирать и промывать памперс на принтере Canon PIXMA 1800. Принтер имеет такой внешний вид. Здесь идет подача бумаги. Установлены два картриджа, которые находятся на парковочном месте. И там собралось очень много чернил. Выводим картриджи из парковочного места. Если посмотреть на парковку, то можно увидеть, что здесь стоит целая лужа чернил. Значит, уже памперс полный и необходимо его промывать. Счетчик памперса у меня еще не сработал, обнуление я еще не делал, но памперс уже полный. Раньше срабатывания счетчика, поэтому необходимо его промывать. В первую очередь отключаем его от сети, чтобы не было никаких замыканий. Затем снимаем заднюю крышку направляющую. Слегка отжимаем с этой стороны. И она легко выходит. Затем включаем принтер и вынимаем картриджи. Слегка опускаем их вниз и вынимаем со своих разъемов. Видно, что они мокрые из-за того, что парковочное место полно чернил. Отлаживаем в сторону. С помощью салфетки очищаем картриджи от лишних чернил, которые здесь попали. Самое главное — почистить контактные площадки, чтобы там ничего не осталось. Затем выключаем принтер. Теперь с помощью плоской отвертки отщелкиваем нижнюю защелку. Здесь она помечена таким значком. И снимаем верхнюю заднюю часть. Здесь тоже помечено в этом месте. И сдвигаем крышку на себя. Можно подеть отверткой. Вот одна боковая часть уже снята. Теперь с помощью крестообразной отвертки откручиваем два самореза с левой и с правой стороны. Они имеют такой внешний вид. Теперь с помощью плоской отвертки отжимаем защелки, которые находятся сзади. Раз, два, три, четыре. Сначала крайние. Слегка поддеваем. Вводим их внутрь. Знаете, нужно нажимать просто. Нажимаем. И потихонечку верхняя часть начинает сниматься. И с этой стороны. Сверху и снизу. И под боковой частью последняя задвижка. Также ее поддеваем острым предметом и выводим из зацепления верхнюю часть. И теперь снимаем лоток подачи бумаги. Тоже поддеваем слегка отверткой ось. Выводим ее из зацепления. И также с правой стороны. Стараюсь ничего не поломать. И вынимаем. Затем откручиваем винт датчика бумаги. И соединяем датчик бумаги. Слегка убираем защелки. Пластмассово отгибаем. Стараюсь ничего не поломать. Отклеиваем скотч. Освобождаем шлейф. И убираем его в сторону. Теперь откручиваем слева винт, который крепит плату управления. И саморез с правой стороны. Отжимаем пружину стопора вправо. И снимаем пластмассовый стопор, отводя его вправо. Откручиваем этот винт и снимаем датчик энкодера протяжки бумаги. Теперь отключаем шлейфы каретки. Вот они. Просто их потянем на себя, и они вынимаются. И откручиваем плату крепления рамки платы управления. И вынимаем плату управления из своего места. Отсоединяем все провода, которые идут от двигателя. И убираем плату управления в сторону.
Откручиваем левую часть станины. Один шуруп внизу и 3 сбоку. Теперь откручиваем правую сторону станины. Также откручивая снизу 1 шуруп и сбоку. И снимаем всю станину с боли. Очень аккуратно, стараясь ничего не поломать. Аккуратно снимаем и отлаживаем ее в сторону. Сдвигаем парковочную площадку вправо, слегка нажимаем, поддеваем пластмасс, который отвечает за фиксацию ее, и выдвигаем ее в сторону. И вынимаем ее со своего разъема. Снимаем пружину аккуратно и отключаем все трубочки, которые идут сюда. Все, убираем ее в сторону. Теперь необходимо снять блок редуктора. Для этого откручиваем 3 самореза, которые находятся снизу. 2 рядом и 1 сверху. И снимаем блок редуктора. И под ним находится наш памперс. Одна сторона у него чистая, а это уже успел загрязниться, поэтому ее можно промыть. Также промыть необходимо всю площадку, которая находится здесь. Это спички лежат, которые, возможно, в дальнейшем помешают работе принтера. Хорошо промываем теплой водой парковочную площадку и загрязненную часть памперса. Видно, что очень много грязи. Скопилось чернил. Видны кусочки, которые выходят отсюда водотока чернил. Все это нужно вымыть. Можно использовать для промывки старую зубную щетку. И моем забитую часть памперса. После промывки ложим памперс на батарею и ждем, пока он полностью высохнет. Пользуясь случаем, можно промыть все днище принтера, которое залито чернилами. Теперь вытираем чистой тряпочкой пыль, которая собралась в внутренних механизмах. И с помощью фена теперь все хорошо просушиваем. После полного высыхания принтера и памперса собираем все в обратном порядке. Устанавливаем на место редуктор и прикручиваем его 3 саморезами. Подключаем на свое место трубопроводы парковочной площадки. И устанавливаем ее на свое место. Присоединяем пружинку. Закрепляем ее на свои места. Заводим ее в свои разъемы. И опускаем на посадочное место. Стараемся, чтобы трубопроводы не были прищиплены. В таком положении должна двигаться. Ставим на место станину принтера. И прикручиваем ее слева и справа. В верхней части справа прикручивается станина большим саморезом. И с левой стороны. Все шурупчики одинаковые, поэтому невозможно их перепутать. Устанавливаем на место пружинки станины. Для этого заводим пружинку в отверстие, зажимаем на фиксаторе. Подключаем контакты двигателя к плате управления. Здесь видно, что один коричневый, вставляется в коричневый разъем. Здесь не перепутать. Белый в белый. И последний разъем подключаем на свое место. И устанавливаем плату управления на свое место.
аккуратно опуская ее вниз. Фиксируем на плате управления шлейфы каретки. Вставляем до упора, без перекоса. И фиксируем плату управления на корпусе принтера. Один болтик спереди и один сбоку в пластмасс. Прикручиваю на место датчик энкодера протяжки бумаги. Ставим на место стопор кронштейна, поджимая его пружиной. Прикручиваем шуруп крепления рамы платы в станине. И фиксируем шурупом кронштейн оси ролика подачи бумаги. Приклеиваем шлейф датчика подачи бумаги под скотч и устанавливаем на место датчик подачи бумаги. После этого устанавливаем на место датчик редуктора. Ставим на место лоток подачи бумаги, подпружиним его пружинкой снизу. Заводим его в ось с одной и с другой стороны. И ставим на место верхнюю крышку. Защелкиваем все защелки. Сзади и спереди. Фиксируем верхнюю крышку саморезом слева и справа. И ставим на место боковые крышки. Аккуратно прижимаем и продвигаем вперед до фиксации защелок. С этой стороны и снизу. И таким же образом левая боковая часть. И ставим на место направляющего лотка. Наконец принтер собран и можно ставить на место картриджи. Сначала цветной, потом черно-белый. После чистки и сборки принтера необходимо провести полную программную чистку картриджей и проверить, как он работает. Включаем. Проведем очистку картриджей с помощью программной утилиты. Идет очистка, подождите. Теперь попробуем пропечатать контрольный образец. Вот такой образец пропечатался. Пропусков почти нет. Можно еще, конечно, пару раз прочистить для стопроцентной гарантии и работать с принтером. Вы были на канале Дело мастера боится. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.